Зачем использовать перекись водорода для ухода за пяткой? И как правильно это делать? Чем перекись водорода превосходит другие средства для ухода за кожей? В этом видео мы расскажем о полезных свойствах перекиси водорода и дадим несколько полезных рецептов для ее применения. Универсальные средства. Химическое соединение пероксида водорода является универсальным средством, так как она обладает мощным антисептическим эффектом, который убивает большинство бактерий, подавляет синтез белков и разрушает клеточную мембрану. Кроме того, перекись обладает слабым закисляющим и щелочным эффектом, благодаря чему ее можно использовать для удаления пятен и как чистящее средство. Применение в косметологии. Перекись водорода способна растворять различные загрязнения, что позволяет ей проникать в трещины и глубокие морщины на коже, удаляя скопившуюся там грязь и ороговевшую кожу. Этот же эффект используется для размягчения и удаления огрубевшей кожи на пятках, в отличие от длительного распаривания и срезания кожи, что может повредить здоровую кожу. Применение перекиси водорода в этом случае абсолютно безопасно и решает оба задачи быстро, размягчает и удаляет ороговевшую кожу. Третья важная способность этого средства – помочь заживить трещины на пятках, поскольку он убивает болезнетворные бактерии, находящиеся внутри трещин, и защищает их от возможного воспаления и нагноения. Четвертое полезное свойство перекиси водорода для кожи заключается в том, что она насыщает ткани кислородом. Когда перекись водорода взаимодействует с клетками кожи, происходит химические реакции, в результате которой выделяется кислород, водород и небольшое количество воды. Этот процесс приводит к тому, что значительная часть кислорода впитывается в кожу и проникает в подкожные ткани, укрепляя структуру клеток кожи, ускоряя процесс их регенерации и омоложения, а также делая кожу более устойчивой к механическим и химическим воздействиям. Важность этого свойства для пяток обусловлена тем, что на них приходится максимальная механическая нагрузка, особенно если человек имеет избыточный вес. Друзья, по статистике канала 90% зрителей смотрят мои видео без подписки. Это, конечно, очень обидно, потому что я очень стараюсь создавать интересный и полезный контент для вас. В связи с этим буду признателен, если вы подпишетесь прямо сейчас. Большое спасибо. Как применять перекись водорода для пяток? Простой и удобный способ использования перекиси водорода для ухода за пятками – ванночки с ее участием. Прежде чем начать процедуру, вымойте ноги с мылом и потрите пятки мягкой щеткой. Затем возьмите 1,5 литра теплой воды и добавьте в нее 40 мл перекиси водорода. Держите пятки в такой ванночке в течение 7 минут и проверьте их цвет. Если пятки стали белыми, вы можете приступить к удалению ороговевшей кожи при помощи пемзы, роликовой пилки или другого инструмента. Если же они все еще желтые, подержите пятки в ванночке еще 5 минут. После процедуры нанесите на пятки смягчающий крем. Рекомендуется проводить такую процедуру 2 раза в неделю. При этом используйте свежий раствор перекиси водорода, так как старый может потерять свои полезные свойства. Второй способ использования перекиси водорода – это сочетание ее свойств с морской солью. Морская соль богата микроэлементами, которые помогают оздоравливать кожу, а также снимать зуд и аллергические проявления на поверхности кожи. Для этой процедуры нужно смешать 50 грамм морской соли и 40 мл 3% перекиси водорода на 2 литра воды. Погрузите ноги в ванну на 7 минут. Затем тщательно обработайте пятки пемзой и нанесите увлажняющий крем. Если на пятках есть трещины, рекомендуется обработать их смесью яблочного уксуса и глицерина в равных пропорциях после ванны. Но помните, что для обоих рецептов необходимо не превышать дозировку перекиси водорода и не проводить ванну чаще 2 раз в неделю, так как это может сильно пересушить кожу. Часто на пятках появляются натоптыши, которые надо удалять помимо ороговевшей кожи.
Для этого можно использовать комбинацию ванны с перекисью водорода и аспирином. После парения и очищения пяток приложите таблетку аспирина к натоптышу и закрепите ее пластырем. Носите носки и спите в них всю ночь. Затем обработайте натоптыш пемзой утром. Еще один вариант – использовать аппликацию с ватным тампоном, пропитанным раствором перекиси водорода и воды в соотношении 1 к 5. Тампон нужно фиксировать пластырем на 2 часа. Затем на натоптыш кладут ломтик лимона и также держим 2 часа. И только после этого очищают кожу пластырем и обрабатывают смягчающим кремом. Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь делать контент, который будет интересен и полезен для вас.